Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 9 ноября, сегодня четверг. Обращаем ваше внимание, что сегодня денежный четверг, поэтому обязательно на протяжении дня проведите одну простую практику. Вам нужно нарисовать одну денежную цифру на запястье вашей руки и обязательно сказать магические слова, которые помогут вам привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, что сегодня четверг, сегодня не простой четверг, сегодня денежный четверг, поэтому ваша задача на протяжении дня улавливать вот те моменты, которые, советы, знаки, которые будут на протяжении дня с вами. Давайте посмотрим, что же сегодня нам обещает лунный календарь на 9 ноября. Итак, друзья, сегодня 9 ноября. Сегодня у нас с вами четверг, обращаем ваше внимание. Сегодня у нас с вами 26-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня убывающая луна. Также обращаем ваше внимание, что сегодня луна в знаке зодиака Дева до 11 часов 7 минут. Далее переход в знак зодиака Весы. Давайте посмотрим, а что же сегодняшний день несет нам, на какие моменты, события вам обязательно стоит обратить внимание, чтобы этот день для вас прошел действительно благополучно и удачно. Итак, друзья, сегодня один из самых, наверное, счастливых и таких вот добрых, хороших дней. Люди сегодня доброжелательно будут относиться друг к другу. Не будет конфликтов, не будет ссор, не будет какого-то недопонимания. Люди, наоборот, будут сегодня на протяжении всего дня помогать друг другу, поддерживать друг друга. Но обращаем ваше внимание, если вы чувствуете, что вы перерасходуете свою энергию на тех или иных людей, и вы понимаете, что они, скорее всего, не помогут вам в том или иной ситуации, или наоборот могут вас обидеть, все-таки лучше таких людей отдаляться. Да, это сложно, это неприятно, но вы должны понимать и то, что в нашем окружении всегда есть люди, которые могут нести негатив, но также и эти люди – это наши с вами помощники, это наши с вами учителя, которые могут нам помочь нам разобраться в тех или иных ситуациях. Также старайтесь сегодня на протяжении дня отдыхать. Не обязательно нужно прийти домой и лечь спать, нет, но, например, вы на работе сегодня что-то сделали глобальное, дайте себе 5-10 минут отдохнуть, выпейте чай ромашковый или с мятой, или просто отдохните. Обязательно уделяйте сегодня внимание своим глазам, потому что в этот день наши глаза и наше тело будут в напряжении. И это связано не только с энергетикой этого дня, а именно с тем, что человеку сегодня будет сложно в каких-то моментах сосредоточиться и понять, что же ему нужно делать. Также обращайте ваше внимание на те связи, контакты, которые сегодня могут появляться в вашей жизни. Если вы чувствуете, что это контакты пустые, нехорошие, неудобные для вас, вы понимаете, что не принесут ничего, то отказывайтесь от них, да, будьте сегодня избирательными в общении, иногда это очень сложно, но вы должны понимать и то, что только вы можете изменить себя и вы можете изменить свою жизнь. Также сегодня не стоит ничего предпринимать и не стоит что-то глобальное начинать. Да, если вы давно уже продумывали, если вы давно планировали, просчитывали, да, пожалуйста, начинайте. Но если сегодня вот так решили на бум что-либо делать, вне зависимости, это будет ни с того ни с сего решите делать ремонт в квартире или в доме, или решите переехать в другой город, страну, или что-либо другое сделать, не спешите, пожалуйста, потому что ни к чему это сегодня к хорошему вас не приведет. Также сегодня у людей будет появляться такое желание, знаете, преувеличить какие-то свои достижения, похвастаться, посплетничать. При этом обращаем ваше внимание, что таким образом человек отдает свою энергию, и в дальнейшем ему не хватает этой энергии для реализации тех или иных моментов. Поэтому не стоит сегодня
заниматься пустой болтовней, не стоит сегодня сплетничать, не стоит сегодня суетиться, и вообще старайтесь сегодня сделать так, чтобы ваша энергия была с вами. Если вы чувствуете, что люди в вашем окружении вас не понимают, вас недооценивают, возможно, обманывают вас или хитрят, вы это почувствуете на интуитивном уровне. Не спешите быть с такими людьми. В вашем окружении такие люди точно не нужны. Кроме того, обращаем ваше внимание, хоть сегодня и денежный день, но у людей сегодня будет такое появляться желание быстро и легко расстаться со своими деньгами. Поэтому, если у вас нет ничего срочного, то старайтесь сегодня не прощаться со своими деньгами, не делайте сегодня ненужные покупки, потому что деньги вам еще пригодятся. А сегодня просто энергетика такая, знаете, что вот хочется отдавать, хочется кого-то радовать, хочется кому-то дарить. Да, это правильно, но вы должны понимать и то, что вы у себя один или одна. Если вы будете дарить своему окружению, которые вас это не поймут или не оценят, тоже не стоит на это обращать вот такое внимание. Также старайтесь сегодня общаться только с самыми надежными людьми. Да, это сегодня будет сложно, потому что сегодня даже будут появляться те люди в вашем окружении, где-то на общественном транспорте, общественном месте, которых вы уже забыли и решили, что вам не стоит с ними общаться. Но они на протяжении дня сегодня могут появляться. Это могут быть какие-то сообщения, это может быть так, что это сообщения в социальных сетях сегодня быть. Поэтому будьте немножечко внимательны и будьте сегодня осторожны. Что же касательно здоровья, то обращаю ваше внимание, что болезни протекают достаточно тяжело. В этот день лучше есть больше рыбы, больше есть травы, но в этот день противопоказано есть все круглые овощи и фрукты, которые сильно насыщены жидкостью. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Что же касательно мяса, то сегодня не рекомендуется есть мясо. Также сегодня следует избегать дыма и сильно задымленных помещений. Также, если вы сегодня посещаете стоматолога, обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит удалять зубы. Одно дело посмотреть, сделать фотографию, а вот именно само какое-то либо хирургическое вмешательство в ваше тело сегодня не стоит этого делать. Обратите на это особое внимание. Что же касательно стрижки волос, то обращаем ваше внимание, что сегодня, подстригая волосы, или вы создаете новую прическу, вы тем самым привлечете к себе радость и счастье. Поэтому даже если вы давно не были у парикмахера, сегодня в тот день, когда обязательно мы рекомендуем всем посетить. Также сегодня хорошо самим изготавливать талисманы, амулеты. Особенно это касаться может любви, отношений, счастья, а также против тех или иных опасностей, против врагов или неприятностей. Какие делать талисманы, амулеты, вы спросите. Здесь вам нужно на интуитивном уровне понять. Также сегодня хорошо работать с металлами, с тем же железом, серебром, со свинцом, оловом. Его энергетика сегодня вам будет достаточно помогать. Поэтому постарайтесь сегодня или одеть что-то из украшений, например, с металлами, или как вариант, возможно, у вас есть брелок, и носить на протяжении дня. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно быть очень осторожными всего, чего касается именно имущества. Почему? Вообще имущество, каких-либо материальных благ. Почему? Потому что есть сегодня вероятность ограблений и потерь. Поэтому сегодня вам нужно быть максимально собранными и нужно быть максимально внимательными. Даже если вас сегодня отвлекают, вы должны быть в первую очередь обращать внимание на себя и на то, что происходит в вашей жизни. Это очень важно. Далее, друзья, на что еще стоит обратить внимание в этот день, 9 ноября, это на общение с начальством. Хоть сегодня и денежный, такой вот достаточно хороший день, но сегодня общение со своим руководством, с непосредственным начальником, к сожалению, не будет приносить вам радость и удовольствие, потому что это все будет сухо, знаете, не будет вдохновения. Поэтому, если есть возможность не общаться, лучше сегодня не обсуждайте, не общайтесь. И да, можете что-то планировать, но сразу вам скажу, эти планы будут еще 10 раз видоизменены.
ввиду того, что будут возникать постоянно какие-то форс-мажорные обстоятельства. Что же касательно смены места работы, то сегодня мы не рекомендуем менять место работы, даже если будет и сильное желание, этого не стоит делать. Что же касательно недвижимости, то операции с недвижимостью сегодня крайне нежелательно, вообще любые. Поэтому сегодня, если вы риэлтор или вы хотите сегодня продавать свое имущество, лучше не спешите. Бывает так, что энергетика дня не способствует тому, чтобы та или иная операция прошла удачно и успешно. Что же касательно зачатия, то сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Сегодня рекомендуются умеренные физические нагрузки. Также сегодняшний день подходит и для домашних дел. Что же касательно снов, то сны, они правдивы и показывают, насколько велика ваша самовлюбленность. Обратите на это особое внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам на этот день говорит Архангел Михаил. Обращаем ваше внимание, что сегодня выпала карта, которая звучит следующим образом. Вы создали эту ситуацию, только в ваших силах ее изменить. То есть о чем нам хочет сказать Архангел Михаил и высшие силы? Что в той ситуации, в которой вы оказались на данный момент, в данное время, вам нужно разобраться и понять в себе. Потому что только вы это можете изменить. Вы должны понимать и то, что вы имеете право на ошибку. И эта ошибка не потому, что вы сделали ее, а потому что у вас не хватило навыков, у вас не хватило знаний. И вы создали вот ту ситуацию, в которой вы сейчас проживаете. Вы также само можете подготовиться, изучить определенные моменты, понять, навыки приобрести, и вы можете, конечно, разрешить ту или иную ситуацию. Дело в том, что эта карта говорит о том, что вы, каждый вообще человек, он создан по подобию Вселенного Творца. И, соответственно, каждый из нас может творить ту реальность, которую он желает и которую он хочет. Но вы пока зациклены на какой-то ситуации, верите в то, что только вы виноваты, что то, что вы сделали, только вы можете решить, и никто другой. Пока вот вы вините себя, пока вы вините других, вы не верите в то, что вы можете изменить жизнь, изменить себя. Поэтому вам нужно именно сегодня разобраться, перестать быть высокомерным и стараться принять вот то, что есть. И, знаете, вот от чистого сердца понять для себя, что для вас важно. Очень важно, чтобы вы не съедали себя изнутри. Очень многие люди в последнее время почему-то ввиду той энергетики, которая идет на землю, знаете, это идет проверка, а люди этого не воспринимают и начинают себя изнутри есть. И, соответственно, это приводит к очень плохим последствиям. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно продумывайте, обязательно думайте, как происходит, что происходит. Почему так происходит в вашей жизни? Также сегодня важно, чтобы вы говорили сами с собой. Знаете, многие сейчас улыбнутся, скажут, а что ж, я ненормальный, что ли? Нет, здесь очень важна задача в другом, чтобы вы научились чувствовать себя, понимать себя, что вы хотите. Потому что часто люди работают, что-то делают на благо других людей, своих детей, своего мужа или жены, родителей, но забывают о себе. Даже бывает так, что когда возникает вопрос, кому купить в первую очередь красивые туфли себе или родителям, маме своей, почему-то вы забываете о себе. А вот здесь вы допускаете огромную ошибку. Вы должны любить себя, в первую очередь дарить себе подарки. Вы тем самым себя мотивируете и вдохновляете. Только уже после этого вы должны делать вот приятное своим близким и родным. Потому что пока вы несчастны, пока у вас есть какие-то обиды на себя, на других людей, к сожалению, ваша жизнь никоим образом не сможет измениться. Вы должны это понимать. И молитва, которую мы вам рекомендуем в этот день произносить, друзья, звучит следующим образом. Спасибо, что даешь мне силы учиться и напоминаешь о моей силе. Прошу, веди меня и исцеляй божественной волей, создавая мир и благословляя всех.
Эти слова молитвы, друзья, будут в описании к этому видео. Обязательно их сегодня на протяжении дня прочитайте, в комментариях напишите. Девочки и мальчики, как мы сказали ранее, сегодня у нас с вами денежный день, поэтому мы рекомендуем вам провести одну практику. Это наша любимая с вами практика, но она может вас изменить. При этом главное, чтобы вы этого хотели. Что для этого вам нужно сделать? Вам нужно взять фломастер или взять ручку. Главное не брать цвета красного, возьмите синего, черного, зеленого, можете использовать. Что мы дальше делаем? На запястье вашей руки напишите цифру 9, постарайтесь ее написать красиво. Если ручка где-то моргнула или что-то не дописала, обведите. И после этого скажите следующие слова. Я магнит для денег. Я привлекаю деньги. Истинно да будет так. И обязательно эти слова напишите в комментариях к этому видео. Таким образом, вы активируете вот эти потоки из космоса. Итак, рисуем, девочки и мальчики, девятку и приглашаем изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.